Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, пару дней поболела и хватит. И пора вернуться к делам. И вот перед вами такая уютная обстановка семейная, деда и бабушки. И на фоне этой уютной обстановки поговорим о теме не совсем уютном, точнее, не о совсем уютной теме, неправильно выразилась, о болезнях. Люди болеют за свою жизнь различными болезнями. Иногда это нужно для того, чтобы иммунитет укрепить. Иногда нужно некоторыми недугами переболеть в детстве, чтобы потом во взрослой жизни этого не случилось, потому что есть болезни, которыми болеют один раз в жизни. Ну, как бы там ни было. Вот ведьмы тоже подвержены болезням. Потому что ведьмы точно такие же люди из плоти и крови, и более чем другие могут болеть. Почему? Потому что они через себя пропускают всю черноту, всю трудность людских судеб. Друзья мои, я часто вижу вот этих гламурных шоу ведьм, которых показывают по разным каналам. Ну, якобы ведьм, образ ведьм очень нравится. В данный момент очень многие, у которых нет других талантов, объявляя себя ведьмами, начали выступать всякими экспертами в разных шоу, подписывают контракты, их вот так вот раскручивают, а потом открывают салоны, начинают придумывать всякие звездные миры и все прочее. Ну, это обычное зарабатывание денег. Хочу вам объяснить, почему ведьмы не очень любят вот эти публичные всякие походы. Во-первых, магия не любит, когда ее используют для для показной цели, для шоу, если она не приносит пользу. То есть ее просто показывают, вот какие-то там всякие передачи устраивают, ну, для привлечения домохозяек в эти телеканалы. Но, собственно говоря, не более того. Они прекрасно знают, что люди, которые там находятся, ничего общего к магии не имеют, и мы с вами убеждались. И очень многие участники вот таких вот передач очень рано ушли из жизни, ушли трагически, ушли страшно. У многих из них суицид был. Почему так происходит? Потому что силы не любят, когда их выставляют вот на посмешище. А это на самом деле так и есть. Так вот, вот эти шоу «Ведьмы», некоторые из них говорят, что вот ведьмы, они должны быть всегда в форме, всегда красивые, всегда бодрые, всегда. Это смешно. Это смешно. Вы представьте хирурга, который всегда бодрый, радостный, всегда по всем ресторанам скачет, везде выступает, во всех шоу участвует, когда он оперирует, вопрос. И во-вторых, действительно, вот бывалые врачи, если на них посмотрите, знаете, сапожник без сапог. Они сами носят очки, хотя оперируют глаза кому-то. Они сами долго не решаются заняться своим сердцем, хотя у них клиника по обследованию сердца и так далее. То есть это люди, которые всецело отданы своей профессии, они поглощены этим. Им некогда настолько заниматься собой, своим здоровьем. И врачи тоже через себя пропускают вот эту всю черную энергию. Почему я часто сравниваю ведьм с врачами? Потому что мы такие же врачеватели, только мы врачеватели душ. Почему я говорю, что нельзя упускать время и лечить болезни должны врачи? Нельзя брать на себя эту ответственность. Не потому, что магия не способна вылечить человека. Она способна, друзья мои.
Но если взять одного человека, у которого смертельная болезнь, ведьма должна бросить все свои силы на этого человека. Она должна оставить все свои дела. Она должна буквально ночевать у этого человека, начитывать над ним, читать, с утра и до ночи проводить какие-то процедуры и все прочее. И нет гарантии, что у нее хватит в этот момент такой силы вытащить эту болезнь или остановить. Понимаете, о чем я говорю? И как бы ведьма ни была сильной, она не может отсечь орган, который уже бесполезен, который губит остальное тело, и выкинуть. Она магией его отрезать не в состоянии. Это должен делать хирург. Она магией может понять, определить своим ясновидением, что есть какие-то злые корни, которые распространяются внутри человека. Но она не рентген, она не может определить, она не может дать медицинского определения этому недугу и все прочее, понимаете? И если к ведьме прийти, вылечить, предположим, кожное заболевание, вот хронические болезни, ведьмы берутся исцелять. И они их исцеляют. Хронические заболевания – это те болезни, вы знаете, которые обостряются потом снова. Они не заканчиваются, они всегда есть. Вот как гастрит, как там, ну, многие другие, сейчас не будем перечислять. Они хронические. То есть они не убивают человека, но и жить не особо дают, качество жизни страдает. Вот за это ведьма может взяться, вот, например, взять и начать исцелять, излечивать кожу лица человека. Потому что понимает, что, ну, если там не получится, значит, человек будет постоянно лечиться лекарствами, вот это все убирать, но потом оно обострится снова. То есть, но человек от этого не умрет. За это можно взяться и излечить. Но, еще раз хочу сказать, за болезни, исцеление болезней, ведьмы денег не берут, не назначают, то есть сами. Вот сколько человек решает, сколько стоит его здоровье, он столько и отдает. Если человек мелочный решил, что 100 рублей достаточно, ну и хорошо, прекрасно, пускай будет так. Он так решил, все. Он показал себя, кто он есть и сколько его цена. Понимаете, в чем дело? То есть, если ведьма может назначить за исцеление человека, за очищение человека от порчи, от родовых проклятий и прочее, она знает четко, ясно, какой срок это длится, какие будут перемены, она знает, как это должно происходить. А во втором случае не, потому что она не уверена в результате. Если не уверена в результате, она никогда не возьмется. Но она не назначает. Духи так смотрят, видят суть человека. Ведьма берется за детей даром. Я не буду говорить, я не люблю озвучивать. Я помню, как-то некое существо говорило, что грыжа не исцеляется, это невозможно. Знаете, друзья мои, я очень много вам включала и показывала и эти благодарности людей, да. Я думаю, что я заслужила право на доверие ко мне. Я вам просто хочу сказать, что поскольку это дети, естественно, я это выставлять не имею права и не буду. Даже если родители знают, что не обидятся, я все равно этого делать не буду. Ну, невзирая на то, что это хотелось бы, конечно, показать. Если кто-то чего-то не умеет, это не означает, что и этого не умеют и другие. Если я не умею оперировать сердце человека, это не значит, что Лео Бакерия тоже не умеет, понимаете? Он умеет, потому что он великий врач, а я не доктор. И к сердцам не подхожу людей в физическом плане. Вот о чем речь. Если я не представляю, как это делается, это не означает, что это делать невозможно. Это делается. И просто вы не представляете, какие результаты. Вот просто размером с кулак у ребенка грыжа пупочная. Вот размером с кулак. И это очень болючая вещь. Ребенок плачет, все время не может спать. Через месяц практически нет. Вот о чем речь. Вот такие вещи магия может взяться. Почему? Потому что
очень маленький ребенок, оперировать пока нельзя. В любом случае, там надо ждать несколько лет, что там как будет. И если, конечно, перемен не будет, то придется оперировать. И несколько лет ребенок будет мучиться с этим недугом, ожидая, что там, какой вердикт врачей. В этом же нет риска никакого, правда? То есть, ну, если не получится, значит, ну, извините, надо оперировать, значит. Получится, замечательно, у ребенка нет боли. Вот о чем, что я хочу донести, что есть возможность, конечно, в древние времена, когда медицина была не так развита, брались ведьмы за такие исцеления и исцеляли людей, поднимали. Но сейчас, если есть возможность, нельзя, вот когда болезнь смертельная, вмешиваться туда никак нельзя, потому что, еще раз объясняю, врач должен лечить. А ты можешь открыть дороги удачи, потому что таким людям удача нужна как никому. Ты можешь убрать силы смерти, чтобы они не давили на этого человека, не пытались его забрать. И все, что делает человек, вот все лечение идет впрок. Попадает под государственную программу, помогают, находится вот нужный профессор, который берется помочь. Понимаете, столько плюсов для того, чтобы спасти жизнь человека. Но никогда не беритесь, никогда человеку не говорите, вот приходи, не ходи к врачам. Это преступно. Особенно при тех страшных болезнях, о которых вы знаете, время каждый день это растет. Понимаете, этот спрут внутри, это страшная вещь. И каждый день для этого человека, каждый час имеет значение. Не отнимайте это время у этого человека пустозвонством о том, что я вылечу, все хорошо, никаких проблем. Ты не можешь знать, а если ты не сделаешь, ты сможешь с этим грузом жить потом. Что вот человек мог пойти к врачу и вылечиться, а ты не дал этому человеку шанс. Не сможешь жить. Поэтому не лезь туда. Это касается тех, кто называет себя целителем. Никаким травником, никакие травы пить. Вот это надо так пить. Это... Послушайте, у каждого свой организм. У кого-то эта трава даст прекрасную реакцию, а у кого-то просто, у кого-то убьет. У кого-то, может быть, есть аллергия на какие-то компоненты этой травы, а человек даже понятия не имел. Выпил и не проснулся, задохнулся ночью. Вы понимаете, вот что я пытаюсь вам сказать. Если кто-то вам говорит, я вас вылечу, от этого человека тут же убегаем. Все. Там нет ведьмы. Ведьма на себя такую ответственность не возьмет. Такой груз. Дальше. Болеют ли ведьмы? Конечно, болеют. Болеют больше, чем вы. Они и полнеть могут, потому что у них обмен веществ нарушается. Ну-ка попробуйте весь день сидеть и смотреть фотографии детей, которые... Или, например, мать отправляет, смотрите, мы на море там были, и что-то там укусило моего ребенка, не могут определить. Вот здоровый, хороший ребенок вот бегает по берегу моря, кричит, 4 года где-то мальчику. А теперь сидит скрюченный, вы понимаете? Вот я смотрю на эти фото, вот я это все смотрю, вижу. Мне там отправляют, например, вот этот просит помощи, вот этот. Я говорю, Ян, вот это уже все, пусть отпускает этого человека, не будем мучить, это нет. У этого ребенка с головным мозгом проблема, осталось пару месяцев, не трогаем. Вы представляете? И при всем этом, пропуская вот эту всю черноту сутками, вот бедствие людей постоянно, конечно же, мы болеем. Бывает, что мы очищаем человека, мы с себя не скинули, знаете, сапожник без сапог, не успели нам начитать, убрать это все. И вдруг раз, и что-то нас поймало, иммунитет упал, и мы упали. Ведьма болеет очень сильно на рубеже с 40-летним, потому что определяет, либо останется, либо уйдет. Ей дают, это называется обнов дарования, вот если так уж по-грубому, да, сказать, обновляют ее дарование, усиливают, открывают ей врата, те последние врата, которые она должна пройти. Все. Если она достойна, выжила, 40 лет перешагнула, значит, вот, именно в 40 заболела, если перешагнула, она будет жить. Если в 40 не заболела, заболеет 43, 44. Ну вот в этом рубеже она должна заболеть очень сильно. Я это уже прошла, вы знаете, 2 года назад. Теперь болеют ведьмы.
Давайте без притворства. Они такие же люди. Некоторые насмотрелись каких-то фантастических сериалов, и им кажется, что ведьма вот так рукой взмахнула, и вот этот горячий шар упал, там на соседский дом сгорел, и она прям вся так... Нет, она человек, наделенный силой и большей мудростью, чем другие. Но она болеет так же, как и все. Единственная разница, она быстро выздоравливает. Знаете, как я говорю, как на собаке заживает. Вот это реально. Вот ожог, через пару дней его нету, а у человека может годами быть. Ну вот там простуда, грипп, 2-3 дня, она уже все, солдат, встала. А люди от этого неделями лежат, не могут пока никак оправиться. То есть речь о том, что болеют они и будут болеть. Потому что не могут они не болеть, через себя пропуская это все. Мы не терминаторы, друзья мои, знаете ли, мы не роботы, мы не, я не знаю, какие-то люди X. Мы такие же люди, как, вот, как вы. Из плоти и крови. У нас тоже есть чувства, у нас тоже есть семья, нас тоже предают, у нас тоже есть боль и все такое, понимаете? Не хочется эту песню помнить, ну, она не совсем к нам относится, но все же, да? Как вы, я по земле хожу, и от судьбы, как вы, счастье себе прошу. Я обычный человек. Просто моя профессия, она дана для людей. Могу ли я себе помочь? Конечно, могу, поэтому быстро встаю на ноги. Но иммунитет человека должен в любом случае, да, перенести это все, переварить, перенастроиться и дальше идти работать и жить. Можем ли мы помочь нашим родным? Можем, но не всегда, не во всех случаях. Ну, об этом давайте потом. То есть я тоже, естественно, болею, и я себя лечу. Таким образом, во-первых, шиповник, сразу вам говорю, с детства у меня бабушка приучила нас там. Вы знаете, что я не буду это называть, этот компонент. YouTube не пропускает такие слова, не знаю почему. Но этот компонент убивает внутри все, что вот лишнее есть, выводит, и это шиповник. Варить, в день по 50 кружек пить, и потеть и все такое. Это быстрее помогает твоему организму справиться. Второй момент. Заговоры. Заговоры, которые быстро убирают хворь. Я вот сегодня хочу вам подарить такой заговор, потому что осень близка, вот это все погода, которая нам внушает, что уже все хорошо, прекрасно, уже жарко, то есть еще пока жарко, а на самом деле холод подкрадывается, ну и всякие там недуги, из-за которых нас в детстве отпускали, да, на 2 недели дома сидеть. И это слово тоже не будем называть, это прям очень запретные, страшные слова. Ужас какой-то, ей-богу, прям дожили. Итак, извиняюсь, у меня просто последние уже эти состояния уже подходит к концу, так что пока еще не до конца, но уже я в строю. Так вот, начитывайте на воду и можете чуть-чуть протирать вот лицо и помыть руки. Несколько раз в день. Вот сколько вспомните. 6 раз, 13 раз. Сколько у вас есть время. И еще можете, значит, кладете левую руку на лоб себе, когда лежите. И можете начитать с телефона даже. Начитайте раз 6. Ну и с остальными процедурами просто это ускорит. Вот если вы должны были болеть 2 недели, вы будете болеть 3 дня. Если вы должны были болеть там неделю, вы будете болеть 1 день. На следующий день у вас уже это отступит, то есть уже легче станет полностью. Жар убирает сразу этот заговор, хочу вам сказать. Ну, естественно, если у вас не сработает, опять же, если у вас там сил не хватит, энергии, но такие заговоры, они рассчитаны как раз на тот момент, когда человек слаб. Поэтому здесь есть слова-ключи, которые сами работают. Понимаете, в чем... Давайте вот так немножко похвалю. В чем прелесть моих работ? Прелесть моих работ состоит не в том, что они единственные заговоры в мире. Заговоров очень много. И эти все заговоры у профессионалов, у сильных людей будут срабатывать. Но у обычного человека нет.
Обычно не имею в виду, что все одинаково обычные. Знаете, есть посредственности, есть талантливые люди, есть сильные, есть начальники, есть шефы. Нет. Обычно имеется в виду, что человек, которому не дана вот эта вот сила ведьмы. Другая сила есть, может быть, в жизни, поднимает его, но сила ведьмы не дана. И этим людям не нужно обладать определенной силой для того, чтобы у них получилось. В этих заговорах уже есть ключи. А вот те книги, которые, ну, например, вы покупаете, я не буду сейчас называть старых авторов, 90-й год и так далее, в них ключей нет. У меня они будут получаться, потому что я знаю, что там добавить и что там сказать. У вас не получится. Они очень красиво смотрятся, но они не рабочие. Ну, через раз, если там попадете, случайно, вот раз методом тыка, вот сработал. Но это же вас не устраивает. Вам же нужно, чтобы реально, конкретно вот этот заговор сейчас вот прям помог в этой ситуации. А не то, что вот или поможет, или нет, посмотрим. Это тоже не дело, правильно? Вот как лекарство. Выпили, должно помочь. Если не помогает, зачем его пить? Вот в этих многочисленных тысячи заговорах, сайтах по магии и так далее, там ритуалы, в которых не везде, ну, может, и есть сильные с ключами, и то вам не стоит их трогать, не понимая сути, потому что там есть и очень зловещие, очень сильные работы, которые лучше делать только практикам. То есть эти работы без ключей. Не имея своей силы, ну, у вас не получается и не получится. А здесь они уже с ключами. Вы даже если будете прям вот прям лежать, не вставая, не двигаясь, и читать, оно у вас работает, даже если у вас нет энергии, потому что здесь ключи. А тем, которым я обещала ответить, например, в частности, тем, кому я провела ясновидение и так далее, я всех попрошу завтра, пожалуйста, пишите мне завтра после 5 часов. Просто уже все дела сделаю, мне нужно очень многим ответить. И я уже сяду спокойно, вам объясню, как и что надо делать. Хорошо? Так, объяснила, что надо делать. Значит, читайте на воду 6 раз. Прям вот, ну вот, держите стакан воды или бокал, или чем воду наберете, чтобы, ну, ваше дыхание прям воды касалось, потому что вода обладает памятью, вы это знаете, я вам говорю уже. 6 раз читайте. Ну, можете помыть лицо, если нет возможности, чуть-чуть протирайте и руки мыть, чтобы вся эта вода ушла. Можете на улице помыть, прям в землю вылить, можете над раковиной, не имеет никакого значения. И уходите, то есть все, можете лечь, работать, дальше своим делом заниматься. Далее, и перед сном. Почему левой рукой? Потому что левая рука – это прямая связь с сердцем. То есть левая рука считается концентрацией чувственности, вот, эмоций и так далее. Вот поэтому левую руку кладут и произносит 6 раз. Заговор следующий. Хворь, ломота, лихоманка, иной недуг, али простуда. Вам бы мне кости не ломить, вам бы мне жар не поднимать, вам бы сгинуть, вам бы мое тело, кровь, кости покинуть. Уходите вы отсюда, за черные горы, за темные скалы, за дремучие леса, за гиблые болота, на седые долота, на бесплодную землю, где люди не ходят, где кони не бродят, где птицы не летают, где гады не ползают, где никто не обитает. Там вам быть, там вам жить, обратной дороги ко мне забыть, слово в дело обращайся, тело мое исцеляйся, ключ, замок, язык, заклято. Хворь, ломота, лихоманка, иной недуг, али простуда. Вам бы мне кости не ломить, вам бы мне жар не поднимать, вам бы сгинуть, вам бы мое тело, кровь, кости покинуть. Уходите вы отсюда за черные горы, за темные скалы, за дремучие леса, за гиблые болота, за седые долота, за бесплодную землю, где люди не ходят, где кони не бродят, где птицы не летают, где гады не ползают, где никто не обитает. Там вам быть, там вам жить, обратные дороги ко мне забыть, слово в дело обращайся, тело мое исцеляйся, ключ, замок, язык, заклято. Когда будете читать, неважно, положили руку на лоб, читайте, или на воду почитали, потом помыли лицо, вас прям затрясет. То есть
Такое будет ощущение, как будто тело ожило и вот прям иголками колет. Это хорошо. Это у вас кровь пробуждается, вот начинается чистка, вот внутренняя чистка организма. И жара не бойтесь. Помните, что такое жар? Жар – это посланники бога Симаргла, которые борются за вашу жизнь. То есть поднимает жар, внутренний жар, жрет все то, что внутри вас мучает. Изгоняет, отталкивает. Хворь, ломота, лихоманка, иной недуг, али простуда. Вам бы мне кости не ломить, вам бы мне жар не поднимать, вам бы сгинуть, вам бы тело мое, кровь, кости покинуть. Уходите вы отсюда за черные горы, за темные скалы, за дремучие леса, за гиблые болота, за седые долота, на бесплодную землю, где люди не ходят, где кони не бродят, где птицы не летают, где гады не ползают, где никто не обитает. Там вам быть, там вам жить, обратные дороги ко мне забыть. Слово в дело обращайся, тело мое исцеляйся. Ключ, замок, язык. Заклято. Ну что, желаю вам всем здоровья и благополучия. Всем удачи. Да, извиняюсь, забыл дополнить. Можно ли для детей читать, если они маленькие? Можно. На воду читайте и мойте им лицо и руки. А вот если с рукой на лоб положить, вот этого нельзя делать. Потому что это только вы для себя можете читать. Ребенок сам на себя читать не должен. Но читая на воду, поверьте мне, эффект будет не меньше. Если ребенок маленький, вот ребенку до 15 лет вы можете читать. Всем удачи!